Очередная смена курса. Вашингтон хочет заменить большую семерку. Кого хотят убрать, а кого позвать? Подробности шокируют любого. Саботаж в верхах. Депутаты пошли против президента. Важный закон переписан за спиной главы государства. Что произошло? Экономика России не выдерживает рекордных военных расходов. Известный промышленный гигант оказался на грани и борется за выживание. Штурм захлебнулся. Военные раскрыли ложь командования. Жесткий ответ Кремлю. Досмотрите. Поездки в Крым или в зону Шенген? Теперь придется выбирать. Известного россиянина заключили в изолятор одной из европейских стран. Кремль опять видит русофобию. Беларусь готова принять особого гостя. Минск снова предлагает убежище очередному диктатору, несмотря на возможный гнев Вашингтона. Об этих и других событиях утра 12 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Время не на нашей стороне. С рядом тревожных заявлений выступил генеральный секретарь НАТО. Мы следующая цель России, и мы уже находимся в опасности. Эти слова прозвучали в ходе визита Марка Рютте в Германию. После встречи с канцлером Мерцем генсек выступил на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности. Боюсь, что слишком многие молчаливо бездействуют, слишком многие не чувствуют срочности, и слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так, время действовать пришло. Рютте подчеркнул, что дальнейшая поддержка Киева остается ключевой задачей НАТО. Генеральный секретарь предупредил, что неблагоприятный для Альянса исход войны в Украине приведет к резкому увеличению оборонных расходов стран-членов. Причем масштабы этих затрат будут несопоставимы с нынешними. Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Участники отреагировали на речь красноречивыми аплодисментами. Политика Трампа – это настоящие американские горки. Вот очередная новость, от которой волосы встают дыбом. Администрация нынешнего президента США начала обсуждать создание альтернативы «Большой семерки» – закрытого объединения под условным названием «Ключевая пятерка». В него могут войти США, Япония, а вот список остальных участников шокирует. Это Китай, Россия и Индия. Об этой инициативе Вашингтона пишет «Политика». По данным издания, пункт об этой новой группе даже фигурирует в черновой версии стратегии нацбезопасности, но из официального документа он исчез. Трамп ранее уже не раз называл исключение Москвы из «Большой восьмерки» большой ошибкой и открыто хотел видеть Китай в составе расширенной «Большой девятки». Кремль бросает деньги в топку войны в бешеном темпе. По расчетам исследователя Института международной безопасности Яниса Клюге, за январь-сентябрь текущего года военные расходы РФ достигли почти 12 триллионов рублей. Это новый и абсолютный рекорд. Траты выросли на 30% по сравнению с прошлым годом и почти в 4 раза по сравнению с относительно довоенным 2021. В среднем российская военная машина сжигает почти 1,5 триллиона рублей в месяц, 43,5 миллиарда в день и около 2 миллиардов в час. Тем временем очередной российский промышленный гигант переходит на сокращенную рабочую неделю. Ростсельмаш, крупнейший производитель сельхозтехники в стране, переводит сотрудников на 4- и даже 3-дневную рабочую неделю с Нового года. Совладелец компании Константин Бабкин признал, спрос рухнул, продажи упали на 25%, пришлось переносить отпуска и уволить около 2000 человек. До войны с Украиной Ростсельмаш закрывал 70% российского рынка. Теперь руководство компании вынуждено сократить производство на 30% до 2700 комбайнов и всего 800 тракторов в год. В течение последних месяцев о переходе на сокращенную рабочую неделю заявили практически все автогиганты и ряд других крупных предприятий страны. Но войну останавливать никто даже не думает.
Тихий бунт в Конгрессе США после публикации нынешней администрации Белого дома новой концепции национальной безопасности, где идет речь об отказе от расширения НАТО, перекладывании обороны Европы на европейские плечи и желании примириться с Россией, в Палате представителей подкорректировали оборонный бюджет. Пентагон получит свой желанный $1 триллион, но конгрессмены усилили меры по защите Украины и Европы. Бюджет предусматривает выделение 800 миллионов на поддержку ВСУ. Деньги распределят по 400 миллионов в течение 2 лет. Дополнительно в закон включили Балтийскую инициативу безопасности, которую хотели сократить люди Трампа. Латвия, Литва и Эстония получат 175 миллионов на укрепление обороны. Документ также блокирует попытки Пентагона сократить численность войск США в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает американскому командующему в Европе отказываться от статуса верховного главнокомандующего НАТО, хотя о такой перспективе заявляли у Трампа. На фоне усиливающегося давления Вашингтона на Каракас произошло знаменательное событие. Александр Лукашенко принял посла Венесуэлы Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса. Причем с момента предыдущей встречи прошло менее 3 недель. Дипломат приехал к белорусскому диктатору после встречи с венесуэльским правителем. Тогда договорились о том, что вы должны согласовать некоторые вопросы с руководством Венесуэлы Николасом Мадуро. Мы договорились об этом, что после согласования некоторых проблем и вопросов вы найдете время для того, чтобы приехать ко мне, еще раз встретиться, и чтобы мы уже могли принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции. Больше деталей бессменный правитель Беларуси не раскрыл, но стоит напомнить, что во время прошлой встречи с венесуэльским послом Лукашенко просил передать Мадуро, что его в Беларуси всегда ждут. Прошу вас, передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Фраза, которая звучит более чем двусмысленно в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы. США почти не скрывают, что готовятся к проведению наземной операции, а накануне от ударов по лодкам наркоторговцев перешли уже к захвату танкеров с венесуэльской нефтью. На этом фоне гостеприимство Лукашенко выглядит предложением убежища. Во всяком случае, шляпа, в которых предки белорусов собирали бульбу, у Мадуро уже есть. В Варшаве задержали сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Европейский тур известного российского археолога прервали по запросу из Киева. Украина подозревает ученого в незаконных раскопках в аннексированном Крыму. Я всегда говорю о том, что в Тинсне нашел 3 клада, да? После первого был бронзовых монет, но их было зато больше 750. По данным следствия, работа экспедиции под его руководством фактически разрушала один из археологических памятников. Украина уже готовит запрос на экстрадицию. Мужчина нелегально, нарушая международное право, просто обкрадывал украинское государство. В Кремле выступили с ожидаемой реакцией. Это правовой произвол. Абсолютно. Принимая во внимание, наверное, оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан. Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии в Эрмитаже и копает не только в Крыму, но и в Помпеях и других местах. Кроме того, он достаточно популярен в Ютубе. Пока Кремль рапортует о взятии Покровска, украинские штурмовики полка «Скала» подняли государственный флаг в центре города. 7-й корпус ДШВ показал видео и послал миру простой месседж. Украина будет биться за Покровск и не отдаст оккупантам свою землю. Накануне украинские подразделения отбили большой механизированный штурм оккупантов. Враги бросили в атаку бронетехнику, автомобили, мотоциклы и пытались прорваться колоннами, рассчитывая использовать плохую погоду. Но штурм захлебнулся. Линия обороны удержана. Флаг в центре Покровска стал наглядным ответом на кремлевские заявления. Город остается полем боя, а не взятой территорией, как пытается представить Москва.
Пугающая новость из Китая. Коммунистический режим заявил о проведении первого полета гигантского беспилотника Цзютянь. Машины, которую уже называют авианосцем дронов. Аппарат длиной 16 метров и размахом крыла 15 метров прошел испытания на северо-западе страны. Характеристики впечатляющие. Максимальная взлетная масса 16 тонн, полезная нагрузка 6 тонн, автономность до 12 часов, а дальность до 7000 километров. Официально Цзютянь позиционирует как гражданский БПЛА. Доставка грузов, связь в чрезвычайных ситуациях, картография. Но военные возможности очевидны. По данным Bloomberg, это крупнейший в мире материнский дрон. 8 точек подвески под ракеты и бомбы, а в нижнем отсеке место для более чем сотни малых дронов, которые можно запускать роем, перегружая ПВО противника. Цзютянь впервые представили в прошлом году на авиасалоне в Китае. Эксперты обнадеживают, что размеры могут снизить его малозаметность. Но сам факт появления такой платформы показывает, Пекин выходит на новый уровень в гонке беспилотных вооружений. Триллионы летят в топку войны, предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю, но россияне богатеют. Правда, речь идет далеко не обо всех россиянах. Продажи люксовых авто выросли по сравнению с прошлым годом почти на 30%. По данным Автостата, с января по ноябрь в России продали 638 элитных машин. Лидеры Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. Ferrari, Aston Martin и Maserati отстают. Цена на такие тачки стартует от 17 миллионов российских рублей. Ну, в общем, кому война, а кому мать родна. Ты лучше ко мне как гость приедали. Отводи ребят, не надо, пожалей их матерей. В очередную годовщину нападения Москвы на Чечню хотелось только напомнить пророческие слова Джохара Дудаева, сказанные 30 лет назад, в первые месяцы той войны. Оказывается, были те, кто видел сущность имперской политики Кремля задолго до прихода к власти Путина. Чеченский лидер даже под обстрелами ясно видел будущее. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.